Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. В сегодняшнем видео речь пойдет, почему до 90% всего производства винограда произрастает именно в привитом варианте. Почему насаждение прививается именно на филоксероустойчивые подвои. Помните видео в начале марта, когда я снимал, как несколько тысяч черенков находятся в холодильнике и ждут своего часа. Так вот, данное время уже наступило. И наши черенки привитые и находятся в стратификационной камере примерно дней 10. Здесь созданы оптимальные и идеальные условия как по влажности, так и по температуре. Но уже сейчас мы видим, как здесь зарождается новая жизнь. Процессы идут в правильном направлении. Так же самое привой с подвоем спрашивается. Им еще здесь находиться примерно дней 10. Но уже сейчас можно судить о том, что наши растения, которые состоят из подвойной филоксероустойчивой части и привойной части различных сортов, идут в правильном направлении. Также в данной стратификационной камере находится один из моих экспериментов. Суть данного эксперимента заключается в том, что я американский кишмиш Пандора привил на различные подвой. Также самое я Аватар и Ара-30 в качестве эксперимента привил на различные подвой. И о результатах данного эксперимента мы уже будем смотреть в более последующих видеороликах. И, наверное, осенью подведем итоги. Но в сегодняшнем видео мы давайте поразмышляем, почему же много также все равно задаются вопросов. И попробуем осветить данную тему уже не в первый и, наверное, не в последний раз. Давайте пройдем, и я продолжу дальше свой рассказ. Давайте поговорим о причинах возникновения привитых саженцев винограда, поговорим о ее преимуществах. Естественно, преимущества чуть позже. Давайте сначала о причинах. Причиной возникновения привитых саженцев винограда явилась, конечно, филоксера. Это крошечная тля, которая попала с Америки на европейский континент в середине 19 века. И с этого момента на протяжении 25 лет она уничтожила миллионы гектаров виноградников Франции, Италии, Испании. С этого момента в виноградарстве началась новая эра. То есть можно разделить до филоксеры и после филоксеры. Единственным выходом была найдена эта прививка на филоксероустойчивый подвой. И на этом история распространения филоксеры, к сожалению, не закончилась. По прошествии 150 лет на сегодняшний день известно, что практически все континенты заражены филоксерой. Разве что осталась чистая Антарктида. Также считалось чистыми от филоксеры Чили, Канарские острова, также Кипр. По последним данным 2025 года филоксеру нашли и на Канарских островах, что свидетельствует о том, что корнесобственные виноградники нигде не будут безопасности, то есть есть риск заражения филоксерой. Это то, что касается распространения и причины возникновения привитого саженца винограда. То есть, повторяюсь, единственным методом, решением проблемы филоксеры явилось только привитые саженцы винограда на филоксероустойчивый подвой. Так в чем же причина, да, почему? Так, причина является в том, что на протяжении тысячелетий на американском континенте американские подвои, которые являются родоначальниками, приобрели природный иммунитет. А она заключается в том, что имеет иную структуру корневой системы. Филоксероустойчивый подвой, в отличие от азиатских, европейских неустойчивых филоксеры, имеет две корковые ткани. То есть у филоксероустойчивого подвоя одна корковая ткань, а за ней еще вторая. И имеет плотную структуру клеток. То есть она очень достаточно плотная, и филоксера как тля не может прокусить сразу два слоя. Это первая биологическая защита. Вторая биологическая защита, филоксероустойчивый подвой имеет очень большую способность к регенерации. То есть она достаточно быстро регенерирует, как вы видите здесь на экране, она сама себя защищает. Естественно, филоксера, она настолько мелкая, что ее невозможно увидеть невооруженным глазом. Как вы видите здесь на экране, его можно только увидеть на увеличительном стекле. Также, повреждая
неустойчивые к филоксере корневые системы, она их разрушает. Естественно, при разрушении корневой системы виноградное растение сразу не погибает. Этот процесс растягивается на годы, на 3, на 5, на 10 лет и так далее. То есть сразу вы и не заметите, как у него угнетается рост, год за годом виноградное растение чахнет. То есть это длительный процесс. Ровно в таких же условиях, привитые на филоксеростойчивые подвои, виноградное растение с успехом плодоносит и нормально может жить и существовать на протяжении 30-40 лет, как вы видите здесь на экране. То есть в тех же самых условиях привитые саженцы винограда будут себя чувствовать прекрасно. И теперь давайте поговорим о преимуществах. Конечно, бесспорное преимущество — это защита от филоксеры, но вас интересует это урожайность. Так вот, подбирая лучше виноградную корневую систему, то есть с момента, когда произошло заражение, начали прививать виноградное растение, виноград стал состоять как система из двух частей. Корневая система из филоксероустойчивых и привойная часть. Так вот, при помощи подбора, грамотного подбора лучшей корневой системы можно, грамотно подбирая, увеличить урожайность. Я сейчас на экран выведу небольшой фрагмент своего видеоролика. То есть можно достичь хороших урожаев. Научно подтверждено, что урожайность вырастает примерно 120-130%. Следующее преимущество. Оказывается, виноградный подвой влияет на набор антоцианов. То есть это естественный пигмент, который окрашивает красные, розовые, окрашиваемые виноградные сорта. То есть, подбирая лучший подвой к определенному сорту, можно, естественно, улучшить окрашиваемость наших ягод. То есть тоже является бесспорным плюсом для реализации товарной ягоды. Следующий момент. У всех разные условия. У кого-то одни условия почвы, там активные извести, водообеспеченность, разные формировки. То есть различные задачи мы предъявляем к нашим виноградным растениям. Так вот, подбирая различные подвой-привой, можно значительно улучшить и приспособиться к многим условиям. Естественно, каждый хочет, чтобы для него эту работу кто-то сделал, задает вопросы, а как, а почему, как лучше. Ребята, это домашнее задание каждого виноградаря. Данные о виноградных подвоях открытые, есть в интернете, можно смотреть, изучать. Подбирать за вас никто эту работу делать не будет. И лучше, чем вы, ваши условия никто не знает. То есть при выборе привойной части, то есть культурного сорта, Аватар, например, черную ягоду имеет, Ламборджини желтую ягоду, она намного легче. А вот подбирать подвойную часть нужны намного больше ресурсов и внимания. Также самое нужно смотреть на аффинитет, то есть срастаемость, долговечность привитых кустов на одном или на другом подвое. Это процесс изучения путем проб и ошибок. Эту работу никто за вас делать не будет. Это должно быть домашнее задание каждого. На сегодняшний день существует больше сотни различных виноградных подвоев. Я о тех виноградных подвоях, которые есть у меня, снимал видеоролик подробно и выкладывал у себя на канале. Вы можете зайти и посмотреть, кому интересно. Сейчас я вкратце коснусь корневой системы именно тех виноградных подвоев, которые есть у меня на винограднике, на маточных кустах. И более подробно коснемся каждого из них. Первый виноградный подвой — это Кобер 5ББ. Я детально про данный подвой снимал видеоролик. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Он является моим одним из основных подвоев. Я все свои саженцы делаю прививку именно на данном подвое. И считаю, ну это на мой взгляд, его наиболее универсальным, который имеет достаточно хорошую, мощную корневую систему. Она достаточно хорошо разветвленная. Также самое, она уходит в глубину до 7 метров, по некоторым данным до 15 метров в глубину, и с глубины достает как влагу, так и различные питательные элементы. Также самое, данный подвой считается наиболее универсальный и подходящий для многих типов почв. Я сейчас выведу на экран, вы можете примерно посмотреть на данные характеристики развития корневой системы данного винограда.
Что касается требований к почве, то этот подвой демонстрирует завидную приспосабливаемость. Он хорошо растет на легких, песчаных и проницаемых грунтах, на бедных почвах, где нету достаточного количества влаги. А также он способен адаптироваться и к уплотненным и влажным почвам. Считается универсальным подвоем, подходящим к большинству почв. Засухоустойчивость у данного подвоя считается очень хорошим. То есть корневая система уходит очень глубоко и оттуда достают влагу для данного виноградного растения. И также один из ключевых факторов, на который нужно обращать внимание при выборе того или иного подвоя, это количество активной извести, которое находится в почве. Данный подвой обладает достаточно хорошей, до 20% устойчивости к активной извести. И можно сказать, это и является одним из основных факторов, почему я выбрал данный виноградный подвой в качестве основного для своего питомника. То есть у всех условия разные, то есть по проценту активной извести. Ну, чтобы вам было понятно, если количество известей карбоната в почве большое и подвой не подходит для этих условий, то растение будет угнетаться и будет проявляться хлороз на виноградных листьях. Давайте подойдем к следующему подвою и коротко пройдемся по его характеристикам. Следующий виноградный подвой, о котором пойдет сегодня речь, это Телеки 5C. Корневая система Телеки 5C, в отличие от Кобера, не такая мощная и глубоко растущая. Она более поверхностная и, можно сказать, такая мочковата. Этот подвой больше зависит от плодородия и влажности верхних слоев почвы. Сейчас я на экран выведу, вы можете видеть корневую систему данного подвоя. В отношении почвенных требований Телеки 5C предъявляются более высокие запросы. Он предпочитает богатые, плодородные и достаточно увлажненные почвы. При этом он хорошо чувствует себя на тяжелых глинистых почвах. Засуху переносит средне. Устойчивость к активной извести у него составляет примерно 17%. Как и у всех виноградных подвоев, как есть отрицательные, так и положительные стороны. Положительным качеством данного виноградного подвоя, на мой взгляд, является то, что он немного ускоряет созревание виноградных ягод. То есть срок созревания, в отличие от Кобера, будет здесь примерно дней на 5. Давайте пройдем к другому виноградному подвою, о котором сегодня пойдет речь. Следующий виноградный подвой, о котором пойдет речь, это Рипария рупестрис 101-14. Он имеет корневую систему среднюю, скажем так, по силе роста. Она стелящаяся, но при этом хорошо разветвленная. Имеет мочковатую структуру. Она обеспечивает кусту среднюю силу роста, что является преимуществом для управления вегетативной массой. Также самое за счет прогревания корней виноградное растение, привитое на Рипаре 101-14, более ранним созреванием ягод. То есть за счет того, что корни на поверхности, но также самое они и требовательны к режиму влажности. То есть почва не должна пересыхать. Также самое данный виноградный подвой обеспечивается в более плотных посадках и для ускорения срока созревания. То есть для теплицы они, скажем так, более предпочитают данный виноградный подвой. Хотя я вам скажу, что и на Кобера 5ББ также самое можно значительно ускорить срок созревания. Просто-напросто нужно немного сократить нагрузку урожаем. Также самое требование к почве я сейчас на экран выведу. Визуально, скажем так, строение корневой системы. Требования к почве: этот подвой лучше всего растет на глубоких, рыхлых и плодородных почвах, особенно на глинистых и суглинистых. Он достаточно влаголюбив и плохо переносит засуху. Важной особенностью является его хорошая адаптация к кислым почвам, где другие испытывают стресс. Но устойчивость к активной извести у нее, скажем так, низкая, до 9%, что является, безусловно, его минусом. То есть к этому моменту обязательно нужно будет обращать внимание. То есть там, где большое количество карбонатов и активной извести, данный виноградный подвой не подойдет. Давайте подойдем к следующему подвою, о котором сегодня пойдет речь. Следующий виноградный подвой, о котором сегодня пойдет речь, это Телеки 8Б.
он недостаточно широко распространен, так как очень проблемно укореняется в настольных прививках. То есть поэтому она не пошло такое широкое распространение. Но никто не мешает вам его посадить в корнесобственном варианте и в последующем на него прививать. Данный виноградный подвой, скажем так, значительно глубже корневая система уходит здесь, чем Телеки 5C или Рипария рупестris 101-14, но по силе роста она имеет и обладает очень большую. Так же самое в первые годы, если на плотных глинистых почвах, данный виноградный подвой может не так сильно активно расти. Так же самое, благодаря тому, что корни у него хорошо и глубоко уходят, она обладает хорошей засухоустойчивостью. Я сейчас на экран выведу схематичный, вы можете на экране посмотреть визуально структуру корневой системы данного подвоя. Почвенные условия для этого подвоя должны быть теплыми и сухими. Он предпочитает глубокие, плодородные и хорошо дренированные почвы. Особенно хорошо подходит для легких и средних по механическому составу грунтов. На тяжелых и плотных и холодных почвах в первые годы после посадки может наблюдаться замедленный рост, который через 3-4 года стабилизируется. Так же самое устойчивость к активной извести у данного виноградного подвоя по различным данным от 17 до 22%. Так же самое на данном подвое привитые кусты немного раньше созревают по срокам созревания. Так же самое за счет того, что имея большую мощную корневую систему, так же самое широко можно его использовать. Следующий подвой, о котором сегодня пойдет речь, это другой подвой. Давайте подойдем, и я вам сейчас про него расскажу. Следующий виноградный подвой, о котором сегодня пойдет речь, это SO4. Данный виноградный подвой, так же самое, как и Кобер 5ББ, достаточно хорошо распространен во многих питомниках и очень активно применяется. Я также самое увеличиваю насаждение SO4 у себя на маточных кустах, и в дальнейшем планирую какую-то часть привитых саженцев делать и на данном виноградном подвое. Корневая система у SO4, подобно Коберу, очень мощная и сильно рослая. Она способствует проникать глубоко в почву, обеспечивая растения влагой и питательными веществами даже в условиях засухи. Это один из самых сильных подвоев по силе роста наряду с таким подвоем, как Кобер 5ББ. Я сейчас на экран выведу, вы можете посмотреть на строение корневой системы у SO4. Почвенные предпочтения у SO4 отличаются высокой пластичностью и приспосабливаются к широкому спектру почв. Он хорошо растет на глубоких, песчаных и глинистых грунтах, включая бедные и каменистые почвы. Однако есть и существенный недостаток. Он плохо переносит переувлажненные и длительные весенние затопления. Также самое, он способствует хорошему вызреванию виноградных лоз, поэтому там, где есть проблемы с вызреванием лозы, предпочтительно и можно использовать SO4. Также самое, данный виноградный подвой, есть нюансы при настольных прививках, о котором нужно обязательно будет учитывать при создании привитых саженцев на данном виноградном подвое. Это то, что касается корневой системы различных виноградных подвоев. Но это не является главным фактором при выборе того или иного подвоя в качестве выращивания привитых саженцев виноградов. Это лишь вершина айсберга, если так можно сказать, так как есть еще другие факторы, на которые нужно будет обращать внимание. Это аффинитет, то есть срастаемость привоя подвоя. Также самое, вы видите, в данный момент идет процесс вегетации, наши подвойные кусты только-только просыпаются, берет начало нового, скажем так, виноградного сезона. Здесь, ну, можно сказать, стартует и берет начало будущие многие тысячи привитых саженцев, которые будут широко распространяться по вашим виноградникам. Что я хочу сказать, что при выборе того или иного виноградного подвоя очень много различных факторов, как климатические зоны, также самое по вашей формировке, какую вы используете, какие цели, задачи вы преследуете.
то есть обеспеченность влагой, какое расстояние, какая нагрузка. То есть это, повторяюсь, это домашнее задание каждого виноградара. Никто за вас эту работу не сделает. Каждый сам для себя должен делать выбор по выбору виноградных подвоев. А я лично работаю и предпочитаю работать на подвое Кобер 5ББ. Но опять же, в качестве эксперимента в этом году некоторые виноградные сорта будут различными подвоями. Это такие как Ара-30, также самый Аватар и Пандора в качестве эксперимента. Посмотрим, как они покажут на различных подвоях. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.